Сева, здравствуй. Здравствуй. Вот расскажи моим подписчикам, сколько ты прожил в Черногории? В Черногории прожил 11 месяцев. Ага, и как тут тебе? Ну, по-разному. Страна контрастов. Ну вот рассказывай. Но Хорошо, начнем с того, что тебе очень здесь нравится. очень здесь нравится природа и климат. Угу. А что не очень? Не очень нравится, не знаю, какой-то порядок, местный устой как-то. Не нравится. На полака-режиме все. Я все равно привык к более интенсивному, да, как бы окружению и графику. А тут они такие спокойные, да? Ну да, спокойные там. А что означает слово полако? Полаку спокойно. Спокойно, да? То есть они такие, но не спеша все, да? Никуда они абсолютно не торопятся никогда. Я просто тут уже 2 утра наблюдаю здесь дом, вот как бы ремонтируют. И только так, 10 часов их уже нету. Так с 7 часов, да, может, если дедушки тут какие-то, они любители с 7 часов там поработать и уже там в 12 или там в час домой. То есть, я так понимаю, здесь очень много русскоязычных, иностранцев, да? проживает? Очень много, да. Типа, сколько там статистика, 530 тысяч местного населения, из них там отсутствует где-то там в Европе или где, и еще 90 тысяч приезжих. И, ну, мне кажется, приезжих гораздо больше. Да. Потому что, ну да, русскоязычных очень много, полно, да. Россияне, украинцы, белорусов. Белорусов немного. Немного, да? Так, как вот, расскажи несколько слов, вот визовый режим. Ну, визовый режим, я не знаю, для россиян безвизовый режим. Безвизовый? Да, можно находиться месяц в стране, потом надо делать выезд куда-нибудь, и потом, в принципе, можно вернуться сюда и через месяц опять повторить. А для украинцев? Для украинцев 3 месяца. 3 месяца, да? А для остальных иностранцев? Ну, я не знаю, там у всех разные какие-то условия. А, то есть, получается, как таковых проблем нет. Просто надо выезжать и снова заезжать, да? Ну, да, да. По-моему, там 3 часа надо побыть в другой стране и назад, да? Ну, где как, тут существуют там полулегальные какие-то организации, которые там возят людей там в Боснию. А, да? И заезжают и сразу же выезжают. На автобусе, да? Ну, на вместительных. А, значит, получается, все схвачено. Все схвачено, за все уплачено. Так, ну это радует, хорошо. А чем ты тут занимаешься? Я работаю руками тут. Ну расскажи, может быть, твой труд будет уместен другим? Ну, я занимался вообще, работал очень долго с окнами и всякими там сантехническими вещами занимался. Тут, в принципе, продолжаю традиции, но там, если я раньше зарабатывал, тут приходится мне работать. Меня воспитала эта страна, вставать рано и сваки-дан ради идти работать каждый день. А вот что ты здесь открыл в себе новое? Знаешь, в каждой стране мы что-то находим в себе новое. Ну, я новое ничего не открыл, я перестал психовать за рулем. Вот у меня большой очень плюс, я прямо... раньше был псих, и сейчас я открыл для себя новое, то, что я могу с этим справляться вообще. Вот и успокоился, да, стал всех любить. Вот это полака, оно действует, тоже отупление происходит. Ну, то есть, как говорит мой сосед Кирилл, деградация полнейшая идет. Слушай, Черногора. Ну это южный стайл чисто. Это южный стайл, да, все такие. Я 2 года в Узбекистане прожил, там, ну, то же самое. То есть, ну, если там в столице еще народ двигается, то, хотя все равно там банки до 5 работают, там вот такие вещи, там праздник тоже вообще ничего не работает. А так в основном, кто на солнышке живет, никто не хочет ничего делать. Ну, потому что солнышко как бы расслабляет, да? Да. Я сегодня покупала булочки в 7 утра. Уже открыта была пекарня.
Давай, давай, бери кота. Ой, какой красивый. Смотрите. Это она. Она, да, черногорская кошечка наша. Да, Красоточка. по имени Дакота. Так, ну хорошо, вот такой момент, ну как бы тут и наши женщины есть. Можно вообще познакомиться, если так вот мужчины приедут? Ну, я думаю, вполне, почему нет. Тут есть всякие разные мужчины, женщины, там разных возрастов и прочее, Да? на любой вкус и А цвет. куда идти, если знакомиться? Ну, я не знаю, куда. В нашем маленьком баре там нету таких, я думаю, каких-то мест. Не знаю куда. Для Ну, где-то какие-то тусовки какие-то там постоянно проходят. Там куча всяких вот как кафе там Надо куда-то идти. русскоговорящих. А Тиндер здесь есть? Наверное, есть, я не знаю, я не юзал никогда в жизни. Ну, это такое дело. Я же должна спросить, понимаешь? Естественно. А вот чем здесь занимаются наши люди? Наши люди занимаются здесь практически всем, чем они занимались у себя на родине. Ну, кто-то, конечно, меняет кардинально свою профессию, а так очень много здесь всяких компьютерных гениев, всяких IT-специалистов и прочее. И очень много людей, которые работают в ресторанной сфере, очень много людей, которые... Ну, всем, яхтмены всякие строители, там, отделочники, автосервисы и прочее, там, какие-то открывают свои заведения, кто-то устраивается куда-то на работу, кому-то там, я не знаю, в организации. Можно даже, у меня товарищ работал в государственной организации здесь. Занимался там организацией концертов всяких державных, местных. Поэтому можно устроиться на работу. Некоторые работодатели берут на себя оформление документов, оплату налогов. Некоторые не предоставляют этого, ты берешь это на себя. Но, в общем, это все всегда обговаривается и у всех по-разному, индивидуально, в каждый случай. А женщины? Женщины всем тем же самым занимаются, наверное, кроме стройки и всяких мужских таких, совсем сугубо мужских профессий. Все то же самое. Ну, много женщин работает в салонах красоты, занимаются там всякими красивыми делами. Я поняла тебя. Так, то есть, а вот если официально устроиться на работу? Ну, я говорю только про официально, неофициально. Здесь могут сделать коммунальная полиция цап-царап Цап-царап, и да? депортировать. То есть, получается, официальное приглашение на работу очень, ну, как бы легко получить, да? Ну, без приглашения, наверное. Ну, может быть, кому-то, если ты какой-то там суперспециалист, тебе выдадут приглашение, но просто ты въезжаешь сюда в страну как-то, я не знаю, кому безвизовый, кому визовый въезд. И если ты хочешь тут остаться, то как-то ты, ну, если позволяет твой паспорт, твое гражданство, там, ездить туда-сюда, и если тебя это устраивает, там, то можно делать так, или легализоваться, получить вид на жительство, купив недвижимость. Опять же, ты не сможешь здесь легально работать, или оформить вид на жительство как индивидуальный предприниматель, или устроиться на фирму как радник, как работник, или можешь организовать свою фирму, стать директором. В общем, вариантов массы на любой вкус и цвет, и размер денежных котлет. Да. Вот у нас в Египте женщины, знаешь, чем занимаются спокойно? Там готовят, бровки, там губки, ну, делают, с детками сидят, собак выгуливают. Ну, в общем, всякое такое. Вот там. Да, здесь тоже это распространено. То есть для этого не нужно официально, да? Ну, да, как-то кто-то живет, да, и
такими вещами, я думаю, никто не будет тебя пресекать. Но если ты будешь где-нибудь там работать, я не знаю, там в каком-нибудь месте общественном, то могут, если у тебя нет документов, может это все закончится штрафом и депортом. Мгм. Так, ты вот сказал, что ты как бы, что здесь есть Тиндер. А как ты относишься к Тиндеру, Я нейтрально отношусь к Тиндеру. да? Никогда не юзал. А почему? Ты Не считаешь, знаю. там как бы такая сплошная несерьезность, да? Ну, вообще, я думаю, что да. Я в теории, в принципе, я знаю, что это только приложуха, сайт, да, знакомств, Да, и да. все, то и то. Я больше не знаю ничего. Мгм. Я как-то так это, ну, по старинке у меня Ты, все короче, такой происходит. серьезный парень, да? Ну да. Дорогие девочки, кто живет в Черногории, вот тут такой Сева есть. Представляете? Бесхозный. Бесхозный. Вот. Вы уж тут его найдите как-нибудь. Я же оставлю твой инстаграм. Ой, не инстаграм, а Можно что-нибудь, да, что-нибудь Инстаграм. оставим. Так что прошу любить и жаловать. Хороший парень. Ха-ха. Любит кошечек. Любит кошечек. А если любит кошечек, это означает, что добрый мужчина. Да. Так что видите, подгон. Сейчас тебе с других стран приедут. Да, в гости. В нашей Черногории тут вообще все спокойно. Да? Преступность нулевая, Да мне ты кажется. что? Ну а что тут делают? Ну там бандиты, может, день там постреляются на севере там раз в полгода там и все, и вся преступность. То есть тут так вот, тут очень хорошо вязальщицам. Кто занимается творчеством, сидеть, рисовать, да? Да здесь Вязать. ну спокойно, конечно. Чё, уходишь в машину, не закрываешь там, никто, Класс. цыгане даже не залезут, типа. А дождей много? Дождей очень много, но Да? не летом. А когда? Ну, начиная с октября по апрель. Класс. Земля промачивается, поэтому так все потом цветет. Да? Ну да, все вот все горы зеленые, поросшие дубами, плющом и прочими всякими другими растениями. А ты ходил туда в горы? Я ходил туда в горы, И да. как? Подрал все руки. Да? Да. Без тропы, надо туда с мачете ходить. Мачете это что такое? Это такой большой такой нож, можно так сказать, Да, резать все, да? которым режут, да. Вау! Слушай, может быть, мы немножечко пойдем с тобой? Мачете только надо найти. Мачете? Да. А кухонный большой не подойдет? Блин, не, им опасно. Ну, Опасно? конечно, у него лезвие короткое. Надо большую, чтобы махать Все, я на поняла. расстоянии. Всё. Можно бензопилу взять с бензопилой. У нас придет какая-нибудь инспекция туда хлопать, которая экологическая. Скажут, вы что вообще, иностранцы, перепутали тут что-то? А что такое возможно? Ну, я думаю, почему бы и нет, они тут любят это заниматься, Слушай, ну ты такой потешный. преступников выявлять. Да? А тут Да, и тут как бы схожесть с Советским Союзом, вот, ну, с некоторыми странами бывшего Советского Союза в плане сравнения правоохранительных сотрудников и всей этой системы, вот они очень похожи, прям в общем, тут, наверное, так мало... галочки, палочки, там Да. вот это все выслужиться. Там. Да ты что? Тут, наверное, так скучно в полиции бывает, что они за что угодно, да, могут... Ну да, развлекаются как могут, что. А, Надо же генералом там стать или кем-то. Да, я тебя поняла. Ну, их дело, я никого не осуждаю, как бы каждый плавает в той реке, которая ему нравится. Да. Ты во сколько просыпаешься? Я по-разному просыпаюсь. Когда я занимаюсь трудовой деятельностью, я просыпаюсь. Сегодня в 5 проснулся, в 5:20, а так обычно в 7, наверное, в 6:30, в 7:30, вот так. Я тебя бывает. поняла, да. Идешь на работу и вот возвращаешься вечерком, да? Да, вечером приезжаю в 6-7, в 8 Это реже. каждый день, да? Ну, когда есть проекты, то получается, что да. А когда, ну, по-разному всегда. Я же не работаю там на заводе смену, да. там каждый день знаю, во сколько приду, во сколько уйду.
То есть ты по ремонтам шаришь, да? Ну, так, да, это у меня приобретенный у меня. Приобретенные. Дорогие подписчики, если вы направляетесь в Черногорию, неважно в какой город, вот, звоните Севе. Координаты под видео я оставлю. Так что он приедет к вам. Хороший, надежный парень, все сделает. В общем, останетесь довольны. О, супер. Ну ты будешь главный герой завтра уже. Ой, блин, я помню Кирюха, вот этот вот, у него же салон красоты, они рекламу со мной сняли в Инстаграме тоже. Да? Угу. И зашло? Ну, они там, ну, там как бы любого, кого снимают, там ну, неделю или там до следующего видео, они все герои. И я тоже ходил, пальцем тычет. Да, Да. Ну, да тут ты что? маленький же город, да. Я говорю, смотри, я, Вау! да, известная личность. Не, ну после моего видео ты будешь вообще номер один. Я привык быть в андеграунде, я так. Нет, это уже теперь не получится. Если ты со мной вот уже связался, то ты уже не будешь андеграунд. Ну, У меня ж такая, у меня 80% 85% женщин. наверное, потому что ты сама женщина, да? Ну, потому что у меня тут темы женские есть. Угу. Вот, но мне бы хотелось, чтобы больше мужчин было бы. Понимаешь? Меня мужчины больше радуют, чем женщины. Надо темы тогда, значит, какие-то мужские. Например? Делать. Не знаю. Ну, с автомобильной какой-нибудь тематикой. Не знаю. Ёлки-палки, это не... Обзор электроинструмента. Да ты что? Это надо с кем-то познакомиться, чтобы обзоры делать. Я ни разу не был в Египте, хотел бы очень побывать. Да? Ну вот прилетишь как-нибудь. Что это? Посмотреть пирамиды. Пирамиды? Ну прилетишь, но же дешево. Если заранее брать билеты, то, ну вот, я смотрела билет туда-обратно, $120 был за 2 месяца. Угу. Да, это вообще ничего. Ну. Сколько лететь по времени? С пересадкой сюда. Пересадка есть, да? Да. Ну, быстро. Ну тут Монтенегро, да, я забыла. Быстрая пересадка в Турции. Угу. 1:40 и около 3. Угу. Ну, тут, конечно, шикарно. Терпимо. Ну хорошо, а вот если бы пришлось уехать, ты бы вернулся сюда? Если бы пришлось уехать, улететь, да. ну, на данном этапе, я думаю, что вернулся бы, наверное, да. А теперь вот такой личный вопрос. Ну, вот такой личный вопрос. Вот смотри, девочки сейчас будут писать, да? Опа, ой, как мне нравится этот поезд. Тудух-тудух. Ура! Мне так нравится. Знаешь, это как привет из детства. Я тоже, меня он вообще не напрягает. Вообще, мне так нравится. Классно. В общем, здесь пассажирские вагоны. Я ездил на сербском поезде, мы смотрели 78-го года выпуска. Класс. И все вот в этом оригинале. Я думаю, у нас уже бы раздолбали все, наверное. Класс. Или может людей меньше? Слушай, Сева, а теперь вот такой личный вопрос, поскольку мы сказали, что ты еще не женат. Вот теперь такой личный вопрос надо задать тебе. А что ты вот ценишь в женщинах, в девушках? В женщинах что я ценю? Верность ценю. Так, честность, ну а что еще? Ну да, то есть такие нормальные человеческие Ну, конечно, качества. да. Вот что для тебя неприемлемо? Сразу финиш, the end. Ну, соответственно, наверное, ложь и всякие. Ну, ложь, наверное, да. Манипуляции. Конечно. Ну, манипуляция, да, безусловно. Не любишь манипуляторшев? Нет, я не люблю, я от них отсеиваюсь сразу, потому что я сам не люблю манипулировать и не люблю, чтобы мною тоже. Вот, я как бы считаю, чтобы каждый был личностью, сам был свободен в своих действиях. Сева, а вот мужчины здесь агрессивные? Ты видел вот драки, что-то такое? Ну, мужчины я не видел ни одной драки. Про одну слышал, что как будто как была драка, но я ни разу не видел. И здесь как бы драка, тут
тут нет драк. Тут где-то там они на севере, в центре страны, там периодически стреляются, а чтобы дрались, я не слышал. Ну и типа это поганое дело у них тут считается. И типа драки назначаются у помойки, я не знаю. Кто-то говорит, что типа это мусорное дело, а кто-то говорит, что типа у помойки встречаемся, потому что оппонента вальнуть своего и в помойку выкинуть. Да ты я, что? я не знаю, ну, что есть правда и правда ли вообще это. Ну, очень весело, да? Да, а так тут никто ничего не пройдет. Тут цыгане даже у нас хорошие, интеллигентные. Да. Ну, То конечно. есть тут, я так понимаю, такой мирный, дружелюбный народ. Ну, можно сказать так, да. Я просто, знаешь, ходила на рынок, в Египте как на рынке? Кричат, зазывают, очень шумно. Нет, здесь абсолютно спокойно Да, в этом очень плане. шумно, каждый себе кричит, чтобы ты обратил внимание, и на дорогах также как-то, ну, очень много шума. А тут такое спокойствие. Я переходила дорогу, стала, а в Египте нужно бежать перед машиной. Ну, беги как хочешь, ну, потому что другого способа нет. А тут они остановились все, а я смотрю, с двух сторон стоят. И я стою. Ну, я не привыкла так за 6 лет. Но это в сезон. Они мне показывают, типа, проходи. Я такая, вау! Зимой, конечно, надо здесь тоже приглядывать, когда нету туристов. Когда здесь сезон, они прямо все интеллигентные становятся и прочее. Да? Уступают дорогу, да. А зимой тоже надо смотреть в оба. То есть это они как бы хотят так проявить себя, так? Я не знаю, ну я же совсем недавно, тут год, тут, ну вот сербов что понаехало, сейчас вот одни сербы, сербские номера, здесь же половина вот этих домов. Сегодня мы смотрели статистику, каждая 4-я квартира в Черногории пустует, даже во время сезона. И половина вот этих домов, всяких вот тут квартир, апартаментов, это принадлежит и сербам. Это же с 2006 года самостоятельная единица как государство. До этого это же была Сербия. То есть у тебя была, ты жил в Белграде, у тебя была вот здесь вот на побережье в нынешней Черногории дача, а потом бах, и у тебя дача получается в соседнем государстве, в содружественном, но ты сюда можешь только на 3 месяца приехать. Вот. Так сделали, Югославия, да. А потом, через 3 месяца выехать? Уезжаешь куда хочешь. И сколько быть за границей? Ну вот 3 месяца в году. Ну, через 9 месяцев, наверное, можно приехать. Что, по-моему, такие порядки, да, может, что-то путаю, но что-то такое, То есть да. такое сделали, да? Да. Раньше такого не было, правильно? Ну, раньше, когда раньше? До 91-го года или какого? Вообще Югославия была тут. Все друг к другу ездили. Советский Союз в миниатюре. Супер. И улучшенная версия немножко. Ну, по постройкам видно, что была империя, вот этот модернизм весь шикарнейший. 60-х, 70-х, 80-х годов там включительно. И все это брошено такое. Все это видно, как это создавалось, как архитектурный ансамбль, и все это застроено просто вот этими отелями какими-то непонятными, с закругленными формами. Вот это новомодные какие-то. Шедеврально. Тут надо эти жемчужины архитектурные внутри ходить искать. Сева, ну хорошо. Что бы ты пожелал людям, которые собираются ехать жить или отдыхать в Черногорию? Ну, кто едет отдыхать, пусть берут и едут, отдыхают, и узнают условия для въезда и условия и сроки пребывания. А так, что еще могу сказать? Кто работать едет, короче, езжайте, берите бабки с собой. Побольше, да? Берите с собой бабки, и вам все будет. Будет счастье и отдыхающим, и желающим пожить. Ну, я не знаю, кто... У нас город-бар наш считается, типа, самый, наверное, один из самых низких по ценнику, по отдыху. А там, ну, на каждый кошелек есть свое предложение. То есть бар это еще дешевый? Да, это у нас очень дешевый. Если ехать куда-то дальше, там какие-то Херцег-Ной, Стивоты, там Которы, там значительно, там, во-первых, публика будет совершенно другая, и там будет в разы дороже.
Не то, что чуть-чуть, а в То есть, разы. если помидоры тут 3 евро, то там будет 5? Ну за продукты не знаю. Но я думаю, что да, будет около того, наверное. Где-то пятерочку, 4,50 может будет. Короче, тут, чтобы поесть, нужно, не знаю, наверное, $1000 минимум, да? 1000 евро. Ну, смотря, ну да, где-то, наверное, может быть, если ты будешь прям хорошо где-то есть. Если дома там что-нибудь готовить, я думаю, наверное, минимум будет выходить. А если дома готовить сколько примерно? Долларов 600, да? 500? Я что-то не считаю. Наверное, где-то, да, наверное, 400-500 будет. 400. Опять же, смотря какие продукты ты ешь. Я знаю одного типа, он живет, как он мне говорил, на 80 евро в месяц у него на продукт. Да? Да. Но я не знаю, это что, это там какие-то макароны, картошка и курица, и все. Может быть, готовит, знаешь, там сам копарит, накупит овощей и готовит. Ну, я тоже готовлю сам. Но Ну да, у меня да, что-то да. так не выходит. Ну да, нет, это просто есть люди, которые умеют очень дешево жить. Ну да, вот такой у меня есть знакомый тут. Да. Вот. И они как так умеют, и нормально все. Каждый сэкономленный шекель путь к новому миллиону. Почему да. бы и нет? Ну да. Ну все, прощайся. Ну все, до виджения. Да. Сева живет в Черногории, город Бар. Приезжайте, встречайтесь. Обнимайтесь. Обнимайтесь. Ты там, если что-то подскажешь. Консультация платна, прогулочка по городу платна. На яхте тоже. На яхте можно даже, вау. Ну все, давай, прощайся. Пока. Чао.